Вы даже не представляете, на какие чудовищные поступки способны подростки. Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу вам истории, от которых стынет кровь. Только представьте, один парень нанес 114 ножевых ударов своей однокласснице, другой хладнокровно застрелил студента за то, что у него не оказалось денег, а две лучшие подруги жестоко расправились над девочкой, потому что она им надоела. Эти преступления шокируют своей жестокостью, а мотивы порой вызывают больше вопросов, чем ответов. Готовы узнать, как подростки превращаются в хладнокровных преступников? Тогда начнем. Эйден Фуччи – обычный 14-летний подросток из пригорода, на первый взгляд. Но именно он стал виновником одного из самых жестоких преступлений. В День матери 13-летняя Тристин Бейли пропала. Ее искали все – друзья, семья, соседи. Но спустя несколько часов ее тело нашли в лесу. 114 ножевых ранений. Вы только вдумайтесь – 114! Это был не несчастный случай, не ссора, это была настоящая расправа. Полиция быстро вышла на Эйдена. Камеры засняли его вместе с Тристин той ночью, а позже его нашли, уже одного, с окровавленной одеждой. Улики были неопровержимы. Сам Фуччи даже делал селфи в полицейской машине, смеясь над ситуацией. Ужасно, не так ли? На суде он спокойно признал свою вину. Судья вынес приговор – пожизненное заключение с возможностью освобождения через 25 лет. Как вы думаете, что толкает подростка на такое? Темные мотивы, безразличие или что-то еще? Давайте разбираться дальше. Два подростка. Одна бейсбольная бита, один парк и мертвая учительница. Уже чувствуете, как по спине пробегает холод? Тогда давайте разберемся, как двое 16-летних парней превратились из обычных школьников в убийц, от которых содрогнулась вся Америка. Ноэма Грабер, 66-летняя учительница испанского языка из Фэрфилда, штат Айова, пропала после прогулки в парке. Это был ее привычный маршрут после работы, но в тот день она не вернулась. На следующий день ее тело нашли под брезентом и шпалами. Причина смерти – удары бейсбольной битой по голове. И вот самое страшное – это сделали ее ученики – Виллард Миллер и Джереми Гудейл. Все началось с того, что Миллер получил плохую оценку. Вместо того, чтобы исправить ее, он решил убить учительницу. План они разработали вместе с Гудейлом. Подкараулили Ноэму в парке, ударили ее битой, затащили в лес и спрятали тело. И это все из-за оценки. Самое шокирующее, что подростки даже не пытались скрыть свое участие. Они обсуждали убийство в Snapchat, делились деталями и даже шутили. Эти сообщения стали главной уликой против них. На суде Миллер сказал: «Я глубоко сожалею о своих действиях». Гудейл добавил: «Каждый день я думаю о том, что натворил, и хотел бы все изменить». Но их слова не изменили приговора. Судья приговорил Миллера к пожизненному заключению с возможностью освобождения через 35 лет, а Гудейла – через 25. Что происходит в головах таких людей? Впереди еще более шокирующие истории. Когда подросток решает покончить с собой, это всегда трагедия. Но что, если он решает забрать с собой других? 17-летняя Маккензи Шурилла из Огайо устроила аварию, в результате которой погибли ее парень и его друг. Самое страшное – это было преднамеренное убийство. В тот день Маккензи села за руль, зная, что ее цель – смерть. Она мчалась на скорости 160 км в час, пока ее машина не врезалась в здание. Ее парень и его друг погибли на месте. Маккензи чудом выжила. На суде прокуроры утверждали, что девушка заранее спланировала аварию. Друзья погибшего парня рассказали, что она угрожала ему, вела себя агрессивно и даже проникла к нему в дом. В последние дни перед аварией Маккензи даже проезжала тот же маршрут, будто репетируя преступление. Когда судья зачитывал приговор, она плакала и говорила: «Я никогда бы не сделала этого намеренно. Я сожалею». Но судья был непреклонен. Неудачная попытка самоубийства не может быть оправданием для убийства. Вы получите 2 пожизненных срока по 15 лет каждый. Маккензи слушала приговор, плача, но это не вернет жизни тех, кого она убила.
А эта история поразила всю Америку своей бессмысленной жестокостью. Представьте, обычный вечер в Милуоки, Натан Поттер, студент университета Висконсина, спокойно покидает бар, не подозревая, что эти минуты станут для него последними. В этот момент за ним уже наблюдают двое подростков, среди которых 18-летний Шондел Джексон. Их цель проста и цинична – найти жертву, ограбить ее и сбежать. Джексон и его друг следуют за Натаном, нападают на него и требуют деньги. Но у студента не оказывается наличных. И вот тут Джексон делает нечто немыслимое. Он вытаскивает пистолет и стреляет. Выстрел оказывается смертельным, и Натан умирает на месте. Убийцы же спокойно уходят, будто ничего не произошло. После этого Джексон пытается скрыться. Он уезжает в Миссисипи, чтобы залечь на дно. Но правосудие настигает его. Его дядя, потрясенный содеянным, сообщает полиции о местонахождении племянника. Шондел арестован и доставлен в Милуоки для суда. В суде Джексон сидит с высоко поднятой головой, словно не осознавая, что он сделал. На записи видно, как он жестикулирует в сторону семьи жертвы, а затем позволяет себе улыбнуться. Мать Шонделла на суде в слезах говорит: «Я узнала об этом по телевизору. Когда я услышала, что кто-то убил студента, я даже расплакалась. Никогда бы не подумала, что это сделал мой сын. Он не монстр. Нет, он не монстр». Но слова матери не спасают Джексона. Судья оглашает приговор. Пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. И что делает сам Джексон? Он, наконец, теряет самообладание. На кадрах видно, как его переполняют эмоции, но слишком поздно. Это наказание за хладнокровное убийство. Его друг, который был свидетелем, получает всего 12 лет. Судьба Шонделла шокирует. Но если вы думаете, что это самая жуткая история, то вы ошибаетесь. Это Брэндон Спенсер в суде округа Лос-Анджелес, где он был обвинен в 4 случаях покушения на убийство. Парень устроил массовый шутинг. В хэллоуинскую ночь 19-летний Спенсер посетил переполненную вечеринку на кампусе Южного Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Внезапно прогремели выстрелы, и началась паника. Все разбежались, кто в ужасе, а кто спрятался. По сообщениям, Спенсер тоже убежал, но его остановили на парковке в полумиле от места происшествия, где его задержала полиция для допроса. Через несколько дней он был обвинен в 4 случаях покушения на убийство. 4 человека были ранены, но, к счастью, никто не погиб. Стрельба стала результатом конфликта между Спенсером и членом конкурирующей банды. «Я неплохой человек, но я совершил ошибку», — говорил Спенсер. Он доказывал свою невиновность на протяжении всего процесса, но присяжные не согласились с ним, и он был признан виновным в покушении на убийство 2-й степени. Почти 50 членов семьи и друзей наполнили зал суда, когда судья оглашал приговор. Судебные офицеры вынуждены были удерживать Спенсера, когда он бился головой об стол. По сообщениям, Брэндону был вынесен приговор на 40 лет до пожизненного заключения за 4 случая покушения на убийство. Но идем дальше. А это Мартица Фуллер в суде округа Кеноша, штат Висконсин. Его обвиняют в убийстве бывшей девушки и попытке убийства ее матери. По сообщениям, 15-летний Мартица Фуллер проник в дом своей бывшей подруги, вооруженный пистолетом. Когда его бывшая девушка слушала музыку в своей спальне, он застрелил ее. Мать вышла из своей спальни и столкнулась со стрелком. Он среагировал 2 выстрелами. Мать выжила после стрельбы и опознала Мартица Фуллера перед полицией. Парень заявил о своей невиновности, но присяжные не согласились. «Мы, присяжные, находим подсудимого виновным в убийстве 1-й степени», — заявил суд. После того, как они признали Фуллера виновным по 3 статьям, он впервые проявил хоть какие-то эмоции на суде. Хотя даже во время вынесения ему приговора Фуллер продолжал утверждать, что он невиновен, и за мгновение до того, как его отправят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, он составил заявление для судебного заседания. «Я хочу написать это, чтобы выразить свои искренние извинения этой семье, с которой я когда-то проводил время и которую любил. Я искренне сожалею о боли, которую вы все пережили. Но, что более важно,
о потере моей бывшей подруги Кейли, которую я тоже любил. Но я должен продолжать стоять на своей невиновности, потому что я невиновен. И я надеюсь, что вы все в конечном итоге сможете увидеть в своих сердцах, что я не тот человек, за которого меня приняли в СМИ. Судья озвучил приговор. Я не имею возможности верить вам на слово, верить, что вы никогда больше не совершите такие поступки. Поэтому в интересах защиты общества, учитывая серьезность этих поступков, суд обязывает вас к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Фуллер выслушал это молча, без какого-либо раскаяния. Ужасно, да? А это Дилан Шумейкер в суде Буффало, Нью-Йорк. Он находится на слушании по делу о второй степени убийства, после того, как был признан виновным в убийстве 23-месячного ребенка в возрасте 16 лет. Зачем он это сделал? Сейчас расскажу. Шумейкер присматривал за ребенком своей девушки, когда она ушла на работу в тот вечер. Он находился в доме в Спрингвилле, который делил с родителями. Поздним вечером Шумейкер избил ребенка, и в результате полученных травм малыш скончался. Позже Шумейкер был арестован и обвинен в убийстве младенца, а также в издевательствах над ребенком. Шумейкер, по его собственным словам, пытался заставить ребенка перестать плакать и не хотел навредить ему. Умер тот случайно. Верим? Вот и присяжные не поверили ему, и Шумейкер был признан виновным в убийстве второй степени. Следите внимательно, когда Шумейкер входит в зал суда. Даже прежде, чем он успел усесться за стол защиты, он начинает плакать и извиняться перед всеми. Я не хотел убить Остина. Я действительно не знал. Я действительно думаю, что я этого не сделал. Я не хотел ему навредить. Когда Шумейкер ожидал своего суда, он разговаривал по телефону со своей матерью, и этот разговор был записан. Что сказал Шумейкер своей матери по телефону? «Я 16-летний блондин. Наверное, все, что мне нужно сделать, это заплакать перед присяжными, и они почувствуют жалость». И это судья зачитал дословно в зале суда, после чего парень опять разрыдался. «Я не могу этого вынести, что я натворил. Я пожертвовал бы своей жизнью за Остина». Позднее Шумейкер был приговорен к максимальному наказанию, которое предусматривает неопределенный срок заключения с максимальным сроком – пожизненное заключение. Суд установил минимальный срок в 25 лет, но этот приговор позже был изменен на от 18 лет до пожизненного заключения. Рэйчел и Шейла предстали перед судом по обвинению в убийстве своего друга, когда им было всего 16 лет. Зачем они это сделали? Их задумка заключалась в том, чтобы спрятать ножи под одеждой и напасть на Скайлера в оговоренный момент. В городе Стар-Сити, Западная Виргиния, Ча и Эдди были друзьями со 16-летней Скайлер Ни. По сообщениям, Шейла и Шейла решили, что им больше не нравится Скайлер, поэтому они запланировали убить ее. Шейла, Эдди и Рэйчел вместе осуществили этот план. Они нанесли ножевые раны и убили Скайлер. После признания Ча оба подростка были арестованы. Ча согласилась признать себя виновной в убийстве второй степени в обмен на сотрудничество в деле. «Я так сожалею. Я не знаю, есть ли правильный способ сделать это извинение, потому что нет слов, чтобы описать вину и раскаяние, которые я чувствую каждый день за то, что сделала. Я причинила боль семье и тем, кто любил Скайлер. Я причинила боль моим родителям и опозорила свою семью. Пусть Бог принесет вечный покой Скайлер и всей семье Ни». После заключения сделки с прокурором судья объявляет приговор. Рэйчел Ча, судом вам назначено отбывать наказание в тюрьме штата Западная Виргиния в течение 30 лет, но у вас будет возможность условно-досрочного освобождения через 10 лет. Для Эдди было схожее решение. Судом вам назначено отбывать наказание в тюрьме штата Западная Виргиния до конца вашей естественной жизни. Этот приговор является технически милосердным, что делает вас подходящим к условно-досрочному освобождению после того, как вы отбудете определенное количество лет. Дженнифер Ми из Пинелоса, всего 19 лет. Она была арестована по обвинению в убийстве первой степени. Когда ей было 15 лет, она стала очень известной из-за мемов и репортажей про свою необычную икоту. Ее даже изначально называли «икотной девочкой».
Но все это закончилось, когда ее приступы прошли. СМИ перестали проявлять интерес к ней, пока ее не арестовали. Девушку обвинили в том, что она устроила ограбление с жертвами, которых она встретила в интернете. По сообщениям, она вербовала своего тогдашнего парня, Ламонта Ньютона, и еще одну подругу, Лорен Рейфер, чтобы помочь ограбить жертв. Ми встретилась с 22-летним мужчиной, которого она нашла онлайн, и заманила его в пустой дом, где двое ее друзей ограбили и застрелили мужчину. За ограбление и убийство им заплатили $50. Ми, Рейфер и Ньютон жили вместе, и полиция не сразу смогла выйти на эту юную банду. Когда Ми впервые арестовали, она находилась в тюрьме и разговаривала по телефону со своей матерью, где призналась в своем участии. Этот разговор оказался записан. Ми была признана виновной в убийстве первой степени. Вот кадры оглашения приговора. Прошу вас подойти к месту, пожалуйста. Суд признает вас виновной в убийстве первой степени, мисс Ми, и приговаривает вас к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. У вас есть 30 дней на подачу апелляции. Ее сообщники, Рейфер и Ньютон, также были признаны виновными в убийстве первой степени и приговорены к пожизненному заключению. Видно, что девушка разрыдалась, понимая, что проведет всю свою жизнь за решеткой. Каждая из этих историй показывает, как одно решение может разрушить жизни многих людей. Эти молодые люди потеряли все, и их поступки навсегда останутся напоминанием о том, к чему приводит безрассудство и жестокость. Если вам интересны такие видео, обязательно подписывайтесь, а если вам нужна работа, вы умеете писать сценарии, владеете навыками монтажа или озвучки, то у вас есть возможность попасть в нашу команду. Пишите в наш Telegram-бот, ссылка в описании. До новых встреч!